У многих есть такая проблема с потливостью ног. Ну и, соответственно, очень неприятным запахом не только от носков, но и от обуви. Неприятно, когда кто-то приходит в гости, снимает обувь, в квартире начинает пахнуть потливыми ногами. Не все носят с собой носочки для прохождения в чужой дом. И не все понимают, как избавиться от такой проблемы, если даже ванночки для ног дважды в день не спасают. Я хочу поделиться своими хитростями, которые помогут вам уменьшить потливость ног и избавиться от запаха. Расскажу о специальном средстве, которым я пользуюсь уже несколько лет. Но перед этой процедурой все же ножки необходимо подготовить. Итак, первый этап. Я знаю, что многие свои стопы обрабатывают пемзой редко, пока роговевший слой не превратится в толстый неприятный налет и не начнет раздражать. А ведь такой слой как раз-таки благоприятен для микробов, вызывающих неприятный запах. Вообще я считаю, что чистить слой отживших клеток необходимо каждый день на стопах, предварительно хорошо отпарив ноги в ванне с содой и солью. Поверьте, это тоже поможет уменьшить запах. Второй совет. Если у вас ноги слишком сильно потеют, старайтесь носить с собой запасные носочки на работу и менять их хотя бы дважды в течение рабочего дня, чтобы не позволить обуви слишком отсыреть. Иногда слишком сырую обувь тяжело подсушить к утру. А ведь вы, повторно надевая недостаточно сухую обувь, сами способствуете размножению микробов. Старайтесь иметь хотя бы 2 пары обуви, чтобы надевать их через день. Третий совет. Обязательно сушите обувь электрическими сушилками, ультрафиолетовыми лампами. Не путайте просто синие лампы в сушилках, так часто вводят в заблуждение покупателей. Внимательно читайте инструкцию сушилки для обуви. Должно быть написано, что это именно УФ-сушилка. Ультрафиолет уничтожает микробы разного рода. Летом можно, например, на солнышко выставлять всю обувь. А вот в остальные времена года самое лучшее – это, конечно, кварцевание. Четвертый совет и самый мой любимый способ для уменьшения потливости ног. Готовим отвар из коры дуба. Можно ветки дуба собирать свежие, это лучше всего. Но можно и купить измельченной. 3 столовые ложки коры помещаем в эмалированную посуду. Заливаем 200 мл горячей кипяченой воды. Ставим на кастрюлю с кипятком, закрываем крышкой и ставим на огонь. Делайте все правильно, от этого зависит эффект. 30 минут такого нагревания на водяной бане достаточно. Снимаем и процеживаем сразу же. Полученный отвар добавляем в тазик с горячей водой для принятия ванночки для ног. Чем крепче будет настой, тем лучше. Вода для ног должна быть приятно горячей. Первое время нужно принимать такие ванночки через день, потом раз в неделю достаточно. Кора дуба прекрасно подсушивает кожу, ноги станут чуть меньше потеть и не будет такого неприятного запаха, как раньше. Но не переборщите, нельзя совсем купировать потливость, но стоит чуть уменьшить, если слишком потливые и вонючие ноги. Не забывайте подписаться на мой полезный канал. Впереди много хитростей и лайфхаков от меня. До встречи!